Порт-Артур и Цусима. Тоже вроде бы на слуху, но уже что скрывается за этими географическими понятиями. Но несмотря на все это, в последнюю секунду мы успели буквально утащить Порт-Артур из-под носа англичан. Это будет экономический инструмент постепенной экспансии в Корее. Мы к войне с Японией были не готовы. Точно так же, как не готовы к войне с Германией в 1941 году. И Япония все больше и больше начинает претендовать на гегемонию, на расширение. Кто-то говорил, что мы побьем японцев за 3 дня и водрузим наш флаг над Токио. Ведь никто не гарантировал, что Япония после Кореи не продолжит свое движение дальше в нашу сторону. Плана войны никакого не было. Мы же не ожидали, что Япония на нас нападет. И так по частям наш флот и будут бить японцы. Так в японских умах зарождается идея о будущей войне с Россией. Время работает, в общем-то, объективно на Россию. Японцы понимают того, что ждать нельзя, и нападают первыми. Так японский тигр прыгнул. Без объявления войны Япония атаковала Россию. Точно так же, как Гитлер в 1941 году без объявления войны нападет на Советский Союз. Что этому предшествовало? Накануне, перед Новым годом, в декабре 1903 года, российский посол в Японии получает очередное полуультимативное предложение о разделении сфер влияния на Дальнем Востоке. Япония уже готова к войне. Россия начинает не спеша это предложение рассматривать. Куда торопиться? Новый год, Рождество, праздники. В общем, длится это наше рассмотрение чуть ли не месяц. Японцы же точно не нападут первыми. Торопиться не надо. Пока русский царь уйдет рыбу, не только Европа, но и Япония подождет. Наконец, в конце января мы рассматриваем японское предложение о разделе сфер влияния и понимая, что надо бы, конечно, как-то японцев успокоить, воевать совсем не хочется, сейчас не время, мы на все соглашаемся. Говорим, ну ладно, Корея ваша, ряд других предложений, вопрос Манчжурии обсудим потом и отвечаем. 24 января Токио получает, собственно, согласие на все свои предложения. Но к этому моменту маховик войны запущен, уже ничего остановить нельзя. Подготовка длится годами, а происходит все чуть ли не плюс-минус час и день. Япония рвет дипломатические отношения, в море выходит японский флот. Войны еще нет, но начинается захват мирных транспортных судов под российским флагом. Спустя 2 дня японский консул в Порт-Артуре распоряжается всем японским подданным немедленно покинуть город. Но войны еще нет. Русское командование в Порт-Артуре, видя, как японские граждане спешно покидают свои дома, почему-то никак на это не реагирует и полную боевую готовность не объявляет. Корабли Тихоокеанской эскадры не приводятся в боевую готовность и остаются стоять в шахматном порядке с включенными огнями и без паров, представляя из себя идеальные мишени для атаки. Что такое стоять без паров? Под парами это когда корабль стоит на якоре, но паросиловая установка находится в состоянии готовности, и в котлах поддерживается давление. То есть пар. То есть корабль может быстро вступить в бой. Если паросиловая установка не запущена и корабль без паров, то требуется от 40 минут до часу, чтобы корабль разогреть. И до тех пор, пока двигатель не запущен, а это от 40 минут, корабль стоит неподвижной мишенью. Это и произошло с нашими кораблями на рейде Порт-Артура. Много мифов на этот счет. Нельзя сказать, что мы проявляли глобальную беспечность. И вообще к войне не готовились. Мы проявляли как-то странную половинчатую беспечность. Что с одной стороны, боевая тревога не объявлена, даже когда японцы эвакуируются из города. А с другой стороны, решили зачем-то часть кораблей вывести на внешний рейд, где их в шахматном порядке расставили. Поскольку может что-нибудь случиться, ночью, обязательно ночью это надо делать, погрузить на корабли дополнительные запасы угля, чтобы корабли могли выйти в открытое море. Всю ночь при свете прожекторов
ярко освещены палубы, идет погрузка угля. Таким образом, японцы, атакуя нас из темноты, то есть мы японцев не видим совсем, а они четко видят палубы наших кораблей, буквально как на ладони. Лучше бы они проявили абсолютную беспечность и не грузили бы ночью уголь, и не выходили бы на внешний рейд, а ждали бы в Порт-Артуре, потому что зайти туда японцы не могли, не зная фарватера. Однако мы вывели часть флота, при этом минирование внешнего рейда было не обеспечено. Адмирал Макаров в Санкт-Петербурге все время предлагал морскому министерству заминировать внешний рейд Порт-Артура, усилить укрепления. Вот этот план серьезной подготовки к войне адмирала Макарова, как говорят сейчас, проходил длительные ведомственные согласования. Никто не брал на себя ответственность, тратить деньги, принимать решения. А вдруг проскочит, с чего бы японцам на нас нападать? Сейчас говорят ведомственные согласования, а тогда говорили образнее. Пускали зайца по кругу. Или пускали черепаху по кругу. Гоняли бумагу из одного департамента в другой. В итоге японский флот из темноты вынурнул и с расстояния 600 метров стал обстреливать наши ярко освещенные корабли. Причем уровень нашей беспечности показался японцам столь странным, что они даже не бросили против нашего флота все свои силы, как могли бы. Возможно, адмирал Тога японский подумал, что мы их заманиваем таким образом. Ну вот обстреляли. Два сильнейших корабля нашей эскадры были надолго выведены из строя, не потопили. Они еще на ходу. Но ремонтировать их негде, потому что в Порт-Артуре, главной военно-морской базе на Тихом океане, не оказалось сухого ремонтного дока и не оказалось достаточного количества ремонтников. Когда спустя месяц адмирал Макаров прибудет из Петербурга в Порт-Артур, чтобы принять командование, он привезет с собой 200 ремонтников из Кронштадта, которые будут приводить в порядок наши обстрелянные суда. Ну, в общем, хотя и было всем известно, что нам войны не избежать, но говорилось повсеместно, что ей, конечно, не бывать. «О нет», — твердили мы лукаво, забывшие прежние грехи, «япошки слишком слабы, право, с Россией шутки ведь плохи», — так писал поэт о событиях того времени. В общем, японцы атаковали внезапно, ночью. Потом они повторили это Пёрл-Харбору, и мы стали всем говорить, что да, Россия к войне оказалась не готова. Ну, как шутил по этому поводу Александр Васильевич Суворов, Россия всегда к войне не готова, к любой. Потому что если Россия к войне готова, то дураков нападать на нее нет. К любой войне и к этой мы оказались не готовы. И в тот самый день, в день атаки на Порт-Артур, принял свой последний бой и наш крейсер «Варяг». Произошло это в порту Чемульпо. Это корейский порт рядом со столицей Сеул. Сегодня это примерно территория аэропорта, недалеко от города. Что можно сказать? То за каждым подвигом нередко цепочка случайностей, промахов, а иногда и преступлений. Мелочи, которые предопределяют и ход развития событий. Такова и судьба «Варяга». Чудо судостроительной техники того времени. Она была предопределена еще во время постройки. Строился «Варяг» в Филадельфии, в США. Это был очень выгодный заказ для американцев. Строили они дешевле и быстрее, чем наши кораблестроители. Благодаря этому развивался город Филадельфия. Там до сих пор это помнят. Строился по нашему российскому проекту. Оборудовался нашим вооружением, под нашим надзором техническим и согласно нашим требованиям. Однако в одном строители отошли от требования заказчика. На этот супербыстроходный крейсер были поставлены паровые котлы другой компании, не те, которые были предусмотрены изначальным проектом. Мы это согласовали. Почему, объяснить невозможно. Надзирал за стройкой в морском министерстве дядя Николая II, великий князь Алексей Александрович. Мы помним, что у Романовых традиционно кто-то отвечал за флот из членов семьи, кто-то за артиллерию, кто-то служил в сухопутных войсках. Алексей Александрович, позже прозванный князем Цусимским, потому что, собственно, с его именем и ассоциируются морские поражения, в конце концов принял решение: ладно, пусть будут другие котлы, вроде бы тоже хорошие. В результате, когда «Варяг» уже был введен в эксплуатацию, он не смог развивать огромную по тем временам проектную крейсерскую скорость. Это грозило выходом котлов из строя. Что делать с таким суперснаряженным, современным? Это был действительно самый современный крейсер того времени.
Там везде были телефоны проводные. Не надо было бегать по крейсеру, везде можно было позвонить, отдать команды. Довольно комфортабельно оборудованные каюты для матросов и офицеров. Кухня электрическая, блюда доставлялись, электроплиты стояли специальными лифтами. В общем, все что угодно, вплоть до соковыжималок. Но, тем не менее, на этом современнейшем крейсере котлы стояли устаревшие, поэтому крейсерскую скорость максимальную судно развивать не могло. Его отправили в Чемульпо, то ли ради представительских функций, то ли в качестве средства связи, то ли на тот случай, что, не дай бог, какие-то волнения, чтобы он поддержал своей огневой мощью корейское правительство и защитил нашу дипмиссию. Разбираться с этим сложно сейчас. Важно то, что когда японская эскадра, огромная, 14 кораблей, из них 7 крейсеров, блокировала выход из бухты и предложила «Варягу» сдаться, то англичане, прекрасно понимая, что сопротивляться «Варяг» не сможет, и прорваться он из этой осады тоже не сможет, у него недостаточная скорость, они предложили капитану крейсера Рудневу под английским флагом интернироваться неспособному участвовать в боевых действиях. Но капитан, совет офицеров и команда решили, что они способны участвовать в боевых действиях, и что вдвоем, там была еще канонерская лодка «Кореец», но это было устаревшее судно, и его в расчет брать вообще не имеет смысла, потому что в бою оно не участвовало. «Кореец» как не получил ни одного повреждения, так и ни разу с толком не выстрелил, поскольку его пушки просто не доставали по дистанции до японских кораблей. «Варяг» один будет сражаться против 14 кораблей. То есть у японцев 180 дальнобойных орудий, у нас 34. У японцев 42 торпедных аппарата, у нас 6. Это просто самоубийство. Тем не менее, «Варяг» принял решение сражаться, прорываться. Решение, конечно, самоубийственное, его провожали такие же представительские корабли Англии, Германии, Франции, США, Италии. Экипажи были выстроены на палубах кораблей, откуда-то даже звучал российский гимн «Боже, царя храни», местный оркестр исполнял. В общем, провожали храбрых моряков на смерть. Бой, избиение «Варяга» длилось менее часа. На палубе был ад. Однако никто не проявил растерянности, все сосредоточенно делали свою работу. Раненые отказывались от медицинской помощи, капитан был ранен. Но потопить «Варяг» так и не получилось. Он в итоге пошел на дно, будучи сам затоплен уже в бухте решением офицерского совета. При этом никакие ключевые узлы крейсера уничтожены не были. Мы исходили из того, что наши корабли прорвутся и потом поднимут «Варяг» со дна морского и запустят его в строй. Этого, однако, не случилось. «Варяг» подняли японцы, и потом он какое-то время служил в японском флоте. Ну, а что касается корейца, кореец взорвали, и он уже был затоплен. Вот такая получилась грустная история. Об этом много можно рассуждать. Надо ли было «Варягу» прорываться, или можно было ему прятаться в бухте с иностранными судами. Вряд ли бы японцы решились их там обстреливать. А может быть, не было других вариантов. А может быть, иностранцы бы не стали его защищать и вытолкнули бы его. Так либо иначе, сражение «Варяга» одного против 14 кораблей произвело фурор везде в мире. Австрийский поэт написал стихи под впечатлением от газетных сообщений, которые станут гимном военно-морского флота России, будучи переведенными нашей любительницей поэзии. Эту песню мы все знаем. Готовые к бою орудия стоят, на солнце зловеще сверкают. Моряки «Варяга» и «Корейца» были перевезены на иностранных судах в Россию и доставлены домой. В войне нужны были свои герои, и решили, что бой «Варяга» и «Корейца» — это образцовое проявление русского непобедимого духа. Из моряков сделали иконы. В
в Санкт-Петербурге они промаршировали колонн от вокзала до Зимнего дворца, где их встречал лично Николай II. А потом обед во дворце. Всем матросам вручили именные часы и георгиевские кресты. Каждому выжившему. Капитан Руднев стал адмиралом, служил на других кораблях, потом ушел в запас. Моряки потом служили на других кораблях. Тем, кто дожил до 1954 года, когда отмечалось 50-летие подвига «Варяга», их было несколько человек. Эти моряки получили персональные пенсии и даже медали за отвагу. Вот такая история. «Варяг» не нанес большого ущерба японцам, но это стало символом. Как символом стали 300 спартанцев. Не потому, что они остановили персов или переломили ход войны. Нет, потому что они сознательно пошли на смерть. Офицеры и матросы «Варяга» тоже сознательно пошли на смерть. Чудом многие из них остались живы. Есть пример, когда многие погибли. Точнее говоря, когда погибли все. Это подвиг миноносца «Стерегущий». Из Порт-Артура 2 миноносца вышли к ночью на разведку, и при возвращении на рассвете были атакованы японцами 4 кораблями сразу. Одному миноносцу удалось прорваться в Порт-Артур, а один отстал и принял бой 1 против 4. Сдаваться отказался. Японцы предлагали капитулировать, всем сохранить жизнь. Неравный бой шел около часа. Бой самоубийственный. Корабль наш затонул. 4 подобранных в море русских моряков оказались чуть ли не первыми нашими пленными. Радость японцев по этому поводу была столь велика, что 4 выживших моряков поместили в военный госпиталь. А военный министр Японии даже направил им телеграмму. Процитирую. «Вы храбро сражались за свое отечество, вы исполнили свой тяжелый долг как моряки. Я искренне хвалю вас, вы молодцы». Японцы пытались в той войне предстать перед всем миром не как коварные азиаты, без объявления войны напавшие на Россию. Они вообще-то не очень понимали само понятие без объявления войны. Для них это просто обычная воинская хитрость, а скорее даже доблесть. Но в Европе так было не принято. Поэтому, говоря честно, мы неправильно называем войну русско-японской. Так называемой русско-японской, потому что по всем канонам скорее было бы ее называть японо-русской. Япония была напавшей стороной. Но исторически так сложилось. Так вот, то самое письмо или телеграмму военного министра некий чиновник принес нашим морякам в госпиталь, еще от себя вручил им по конверту с деньгами, по бутылке шампанского. В общем, слава поистине самурайском в духе русских моряков, которые отказались сдаваться. И все как один приняли смерть, кроме 4 случайно подобранных. Все, кто участвовали в бою, все, кто были на палубе, погибли все до одного. Этот бой самоубийственно вызвал такой большой резонанс в европейских СМИ, что «Таймс» описала историю, что якобы корабль не сам по себе затонул, а 2 русских, задраившись в трюме, открыли кингстоны, чтобы погибнуть вместе с кораблем, но не отдать корабль врагу. Это легенда, этот миф. Ну, у нас-то как посчитали, что если «Таймс» написала, то уж англичане нас зазря-то точно хвалить не будут. Значит, так оно и было. Конечно, никто точно не знает. Так либо иначе, эта легенда нашла свое отображение на памятнике в Петербурге, на барельефе. Его открыли потом, после войны, открывал Николай II. Вот там изображена эта сцена, как наши моряки, последние 2, открывают кингстоны «Стерегущего». Опять же, выжившие 4 участников боя были награждены Георгиевскими крестами. Дорогие друзья, мы переместились в музей военной формы, потому что здесь экспонатов много, в том числе подлинные. Вот такие замечательные манекены, изображающие участников русско-японской войны. Не хотелось их таскать, честно говоря, с собой. Но начнем с флота. Перед вами нижний чин броненосца «Цесаревич». Форма практически не изменилась. Как в русском императорском флоте сформировалась в конце XIX века, так основные элементы ее и по сей день в наших военно-морских силах. Основа – знаменитая бескозырка, то есть, как правило, черная фуражка без козырька, на околыше написано название корабля, ну и знаменитые ленточки. Полотняная, суконная, теплая, очень рубаха на выпуск.
Здесь сбоку шеврон, показывающий военную специальность этого моряка, в данном случае стрелок-артиллерист. Ну, кстати, по шеврону можно было узнать, если он учился, то где, какие закончил курсы. Обращаю внимание, рубаха всегда носилась на выпуск, никогда не заправлялась в брюки. В летнее время рубаха могла быть светлого покроя, не темного, как сейчас. Знаменитый флотский воротничок, гюйс, накладной, пристегивается пуговицами. Обращаю внимание у нас. И сейчас такой же на флоте. Ну, как подворотничок в армии раньше был, для чистоты, и чтобы шея не терлась. И красиво, стильно. Ну и, наконец, главное отличие русского моряка – это вот эта полушерстяная нательная рубаха, одеваемая под низ. На море вообще сильно продувает, поэтому это незаменимая вещь. Прославленная тельняшка. Откуда пошли черное, белое полосы и сколько их на тельняшке – это тема для отдельной лекции. В это даже углубляться мы с вами не будем. Ну и, наконец, флотские брюки, отличающиеся от гражданских тем, что сбоку вот здесь такие специальные пуговички, и легким движением руки моряк, не дай бог выпал за борт, мог расстегнуть их и сбросить. Без всякой ширинки, без утяжки, но ремень был. Ремень тоже дополнительно эти брюки держит. Последние лет 120 вид его практически не меняется. Далее. В руках у меня настоящий подлинный кортик. Начало 19 века. То есть этот кортик помнит еще адмирала Чичагова. Вообще кортики появились у нас на флоте при Петре Первом, когда дань была европейской моде. Ну и потом в начале 19 века, конкретно с 1803 года, кортики стали обязательным элементом ношения военной формы морского офицера, тоже как на английском флоте. Чичагов был известный в этом плане англоман. Вот с той поры за 200 лет кортики не изменились. Во время Первой мировой войны они стали настолько модным элементом военной формы, что появились и в военно-воздушных силах, и в бронетанковых. Ну, тогда, правда, это называли воздухоплавательные части и бронеавтомобильные. Потом оттуда как-то ушли. А у моряков по сей день кортик – это не только замечательный приключенческий роман писателя Рыбакова, но и гордость каждого морского офицера. Кстати, по-моему, сегодня кортики у нас есть и у сухопутных офицеров тоже, как элемент военной формы одежды. Но там есть нюансы, в это углубляться не будем. Кортик у офицеров всегда. А вот такая морская сабля, тоже офицерская, 19 века, только в определенных видах, формах одежды. А вот такая сабля только в парадной форме одежды и еще при некоторых обстоятельствах. Вот. Очень похоже на традиционный морской палаш, такой еще абордажный, с пиратских времен. Но только полегче, получше, конечно, сделано. Вообще красота. Вы знаете, такая офицерская морская сабля даже выпускалась небольшими партиями в Советском Союзе. И вы можете увидеть фотографии, когда на параде советский морской офицер тоже гордо идет не просто с кортиком, а вот с такой морской саблей. Красиво. Несколько слов о драме Порт-Артура. Через месяц после начала войны командование Тихоокеанским флотом не только Порт-Артурской эскадры принял вице-адмирал Макаров. Он же предсказывал, что японцы нападут. Он же предлагал усилить оборону Порт-Артура. Ну вот ему предложили, сам организуя оборону. Он прибыл в крепость с твердым намерением вырвать инициативу из рук неприятеля, то есть перейти к наступательным действиям. А для этого надо было быстро и одномоментно вывести всю эскадру из внутренней гавани Порт-Артура, чтобы попытаться прорваться и как-то соединиться с Владивостокской эскадрой. Я еще раз напомню, наш флот, который и так в целом уступал японскому, был разделен на две части. Эскадру в Порт-Артуре, на эскадру во Владивостоке, если не считать самый лучший крейсер нашего флота «Варяг» и лодка «Кореец». То есть, в общем-то, на три части. Мы называем Макарова великим флотоводцем, это, конечно, аванс. Мы точно знаем, что он был храбрым морским капитаном. Никаких мин и торпед не было.
а была бочка пороха. Зайдите в военно-морской музей в Петербурге, там это прямо на картинах изображено, вы увидите, вам расскажут. Это бочка пороха, которая на длинном-длинном шесте, удерживая вам вручную с помощью рычага, на лодке приближалась к вражескому кораблю, а дальше задача была этот шест воткнуть во вражеский корабль, в деревянный, не обшитый железом борт, и быстро-быстро плыть назад, пока эта бомба, эта бочка не взорвалась. В общем, это была абсолютно безумно геройская миссия служить на подобного рода старинных миноносцах. Таким миноносцем командовал молодой морской офицер Макаров. А потом он, конечно, много учился, много служил. Но мы не знаем, как бы он командовал Тихоокеанским флотом, потому что такой шанс ему не представился. Мы знаем, что он был прекрасным командиром, умевшим воодушевлять своих подчиненных. Его боготворили. Харизма у Макарова была невероятная. Он сделал упор на то, чтобы тренировать, обучать. Он занялся, во-первых, ремонтом поврежденных кораблей. Они были возвращены в строй. Стал проводить учебные вылазки, тренировать флот, выходить одномоментно во время одного прилива на внешний рейд и возвращаться обратно. Раньше никому этого не удавалось. Очень сложный выход из Порт-Артура. И Макаров рассчитывал, что он в конце концов выведет флот, когда он будет полностью готов, и даст генеральное сражение. А дальше чудовищная случайность или невероятная беспечность. Во время очередного выхода Макаров на броненосце Петропавловск наскакивает на мину. Точнее говоря, попадает на целое минное поле. Прямо накануне эти мины были выставлены японцами. И почему-то Макаров не выслал вперед тральщики, не проверил, свободен ли путь. Мина не просто взорвалась, а взорвалась в самом неудачном месте для броненосца, вызвав одномоментную детонацию всех торпед. Последовал невероятной мощности взрыв. Погибли 90% матросов и офицеров. Гигантский корабль затонул за 2 минуты. Утонул Макаров, утонул его друг, художник Верещагин. Жуткий взрыв. Один, потом рядом еще соседний корабль. Никто не понимал, что происходит, откуда взялись мины. Стали кричать, что это подводные лодки. Тогда еще не было таких подводных лодок, которые могли бы нанести такой невероятный ущерб одномоментно. Началась паника. В общем, это был первый в истории русского военно-морского флота адмирал, который погиб в море. Причем, так как он погиб вместе со своим начальником штаба, то есть одномоментно погибло 2 русских адмирала. До этого никогда ни один адмирал не встречал смерть на воде. Да, гибли Нахимов, Корнилов, Истомин, но все они гибли в Севастополе на суше во время осады. Таким трагическим образом Макаров обрел бессмертную славу, так и не дав генерального сражения. Помните, «Плещут холодные волны»? В этой песне несколько текстов. Наиболее известен «Миру всему передайте, чайки, печальную весть. В битве врагу не сдались, а пали за русскую честь». Это про варяг и кореец. Но есть еще варианты текста и про броненосец Петропавловск, и адмирала Макарова, «Братья, вспомянем героя». В общем, текстов много, авторы неизвестны, а песня живет. Героя, наш адмирал и отец, спит от непугавая, отчизну любивший боец. Его все матросы любили, честно свой долг исполнял. Смерти глядел в глаза прямо, стоп всегда подбодрял. Но далее интересно, что одним из чудом выживших в результате этой катастрофы оказался великий князь Кирилл Владимирович, внук Александра II и кузен Николая. Он был на тот момент 3-й в очереди наследования после своего отца и Михаила, младшего брата Николая II. Тогда еще царевич Алексей не родился. И ничего, 3-й из Романовых был боевым офицером на морском корабле и, собственно, спасся чудом. Видимо, хорошо умел плавать. Потом, уже после революции, в эмиграции, великого князя Кирилла провозгласят императором в изгнании, Кириллом I. Он ближайший родственник погибшей семьи Николая Романова.
Большая часть Романовых признает его главой дома. И, кстати сказать, нынешние потомки Романовых – это как раз его потомки. Но это все довольно носит несерьезный, карикатурный характер. Посмотрите кино «Неуловимые мстители». Корона Российской империи. Там сильной издевкой советской показана борьба Романовых за номинальный престол. Не позорьте фамилии, кузен. Самозванец. Так. Вперед! В общем, Макарову не удалось вывести флотилию из Порт-Артура. Это попытался сделать его преемник, командующий флотилией адмирал Витгефт. Но Витгефту не хватило просто, наверное, морского счастья. 28 июля 1904 года первая Тихоокеанская эскадра все-таки пошла на прорыв. Началось сражение с японцами, которые не давали нашим вырваться. И сражение складывалось в нашу пользу. Ни один корабль наш не был потоплен. Казалось, победа близка, и адмирал Тогов готов был уже остановить бой и дать приказ отступить. И тогда мы бы вырвались, вышли бы в Владивосток, соединились бы с Владивостокской эскадрой. Но самым роковым образом повлиял несчастный случай. В разгар боя командующий эскадрой адмирал Витгефт со всем штабом погиб. Он находился в защищенной рубке броненосца «Цесаревич». Обзор осуществляется через щель, как амбразура в этой рубке была сделана по какому-то французскому стандарту, то есть шире, чем положено. Но тогда не обращали на это внимания, потому что точность была не очень высокая попадания снарядов. 1 из 10 мог попасть в принципе в корабль выпущенных. А тут невероятная случайность. Снаряд не только попал в капитанскую руку, снаряд попал в эту щель, влетел и разорвался внутри. И, в общем, от адмирала Витгефта нашли только эполет в клочья всех, кто там находился. Управление было нарушено. Почему-то вместо того, чтобы продолжить бой, командование эскадры, вот называется кризис командования, не было решительного преемника, не было преемственности. Решили почему-то вернуться в Порт-Артур. Ну а дальше корабли поставили на внутренний рейд, пушки пополнили оборону крепости, защищались дальше как пехота. Японцы Порт-Артур взять с моря так и не смогут. Когда они зайдут в Порт-Артур с тыла, с суши, займут господствующие высоты, то просто прямой наводкой подтянута будет немецкая импортная ФРГшная тяжелая артиллерия. Прямой наводкой начнут расстреливать наши корабли, неподвижные на внутреннем рейде. В общем, всех, что уцелели до этого в морских боях, будут затоплены. Таким образом, не повезло. Тихоокеанская эскадра перестала существовать. Кое-какие корабли им удастся все-таки прорваться. На фоне поражения эскадры Порт-Артура, на фоне последующей Цусимы, как-то в тени незаслуженно остались успехи нашего флота и победы, а они были. Все знают про гибель Верещагина и адмирала Макарова. А между прочим, в мае 1904 года на наших минах точно так же подорвались 2 гигантских японских броненосца, каждый из которых был больше, чем Петропавловск, и в 2 с лишним раза крупнее и мощнее, чем крейсер «Варяг». Оба броненосца затонули. Мины очень удачно и хитро расставил наш маленький минный заградитель «Амур». И вот знаете, у любителей статистики есть такое хобби. Те, кто интересуется морской военной историей, вычислять самые результативные корабли. Если мы возьмем русско-японскую войну, то самым результативным кораблем и у русского флота, и у японского окажется этот маленький заградитель «Амур». На Дальнем Востоке наше морское соединение сохранило свободу действий. Там действовал отряд крейсеров. 3 крейсера больших «Россия», «Громобой» и «Рюрик» действовали весьма успешно. Летом 1904 года они уничтожили большой японский конвой, транспорты с войсками, тяжелой артиллерией японских войск, осаждавших Порт-Артур. И это дало защитникам Порт-Артура время. Есть, кстати, интересный фильм японский, посмотрите, он есть в интернете, 1969 года. «Хитачи Мару» или «Хитачи Мару». Хитачи – это не только магнитофоны. Хитачи – это рассвет по-японски. «Хитачи Мару» – так назывался один из транспортных кораблей, который шел в помощь японцам, осаждавшим Порт-Артур, и был затоплен нашими крейсерами. Ну, это война с японской точки зрения и героизм. Поэтому там красочно показано, как японские
Офицеры отказываются сдаваться. Там так называемая императорская гвардия переводилась. Элита из элит японской армии. Вот эти гвардейцы дружно, коллективно сделали себе харакири, флаг японский сожгли. В общем, поступили как настоящие самураи. Так оно, в общем, и было. Скрывать не будем. Наша история с нашей стороны не менее красочно и честно описана в замечательном романе Валентина Пикуля «Крейсера». Кто не читал, почитайте. Наши крейсеры, действуя свободно, потопили в общей сложности 30 японских кораблей. Но дело даже не в количестве. А они очень усложняли логистику снабжения японского экспедиционного корпуса в Корее, чем помогали нашему Порт-Артуру. В конце концов, они столкнулись с дважды превосходящей японской эскадрой. 6 кораблей против 3 наших. 1 крейсер потеряли, 2 остальных вернулись во Владивосток, встали на ремонт. На зиму 1904-1905 года 1 из крейсеров был вморожен в лед. Предполагалось, что если японцы все-таки будут пытаться взять Владивосток с моря, то он станет таким образом непотопляемым, вмороженным в лед, огнедышащим фортом. Но японцы, в общем, даже и не пытались. Ну, вы, наверное, слышали эту мелодию. Амурские волны. На самом деле не про реку Амур, написано про город Владивосток и волны Амурского залива. И написал эту песню, написал эту музыку капельмейстер Сибирского полка, участник русско-японской войны, переживший войну, некто Макс Кюс. Он переживет и революцию, и гражданскую войну. И уже в старости, в 1942 году, получит немецкую пулю в одесском гетто. А сын его погибнет под Москвой зимой 1941 года. Так все связано в нашей истории. В конце концов, заперев нашу эскадру на внутреннем рейде, японцы высаживают огромный десант у Порт-Артура. Примерно в 100 километрах от нашей крепости 40 тысяч японцев несколько дней высаживается на берег. Почему, непонятно, наше командование не препятствует высадке японцев. Один в один мы повторяем те же самые ошибки, что и в годы Крымской войны, когда смотрели на англо-французский десант около Евпатории, но не препятствовали его высадке, не обстреливали. Ну вот не было почему-то в наших рядах генерала Жукова. Помните, когда на Халхинголе спустя полвека его будут атаковать японские танки, когда перешли границу у реки японцы, то Жуков не будет размышлять, не будет отступать, не будет собирать резервы. Он поступит вопреки требованиям устава. И, увидя атакующую неожиданно японскую армию, бросит навстречу наши танки без пехотной моторизованной поддержки. Получится встречное сражение. Потери у нас будут велики. Но мы отбросим японцев, и ничего у них не получится. Ну, для этого надо быть Жуковым, чтобы уметь сломать правила и взять всю ответственность на себя. На траву легла роса густая, полегли туманы широки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. В эту ночь решили самураи перейти границу реки. Но разведка доложила точно, и пошел командою сметен по родной земле дальневосточной броневой ударный батальон. И добили песня в том порука всех врагов в атаке огневой.
три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой, три танкиста, три веселых друга. Экипаж машины боевой. Тогда в русском командовании Порт-Артура таких не нашлось. Ну а дальше японцы ворвались в Далянь, в порт Дальний, и опять почему-то мы оставили Дальний без боя, не взорвав доки ремонтные. Оставили японцам 50 кораблей, сотни вагонов с грузом амуниции, склады не сожженные, не взорванные. Японцы сами удивлялись, русские ушли, а все имущество, все добро в целости и сохранности. Почему? Почему? Этому нет объяснения. Может быть, потому что мы думали, что отобьем. А может быть, мы беспокоились о частной собственности? Собственность вся оказалась у японцев. Инициатива в итоге у японской армии. С того момента, как они блокировали Порт-Артур с суши, перерезали железную дорогу, которая снабжала нашу основную группировку войск, ей командовал Куропаткин на севере с Порт-Артуром. Собственно, с этого момента судьба Порт-Артура, да, в общем-то, и итог войны был предрешен. Наши силы, попросту говоря, оказались разорваны на две части. Мало того, что у нас остатки флота блокированы, так еще и сухопутная армия разделена на две неравных части. Даже Севастополь в Крыму в годы Крымской войны не был блокирован, он снабжался, а Порт-Артур блокирован полностью. Ждать подмоги неоткуда, опираться можно только на свои припасы еды и продовольствия. Полная блокада с моря, полная блокада с суши. А дальше начинается то, что у нас обычно начинается. Японцы давят, штурмуют высоты, а у нас героическая оборона. Фамилии, которые надо помнить, это генерал Кондратенко, такая же душа сухопутной обороны Порт-Артура, как на море был до этого адмирал Макаров. Почитайте, есть хорошая книга Степанова, так и называется «Порт-Артур». Там все это подробно, очень честно описано. Кстати сказать, Степанов сам был мальчиком в Порт-Артуре, ему было лет 12, сын военного. Все происходило у него на глазах. В общем, единственная надежда Порт-Артура – это либо ждать, что тебя деблокирует сухопутная армия с севера, а этого не происходило, наша армия отступала. Об этом я расскажу подробнее в следующей части. Либо ждать, что деблокируют с моря. Подойдет вторая Тихоокеанская эскадра, о ней тоже поговорим отдельно. То есть наш флот из Балтики обогнет половину земного шара и с моря поможет Порт-Артуру. Не дождались. В декабре 1904 года все высоты вокруг Порт-Артура были японцами заняты, включая главную, так называемую гору Высокая. Установлены тяжелые немецкие пушки, начался обстрел города сверху. Шансов вырваться кораблям уже практически никаких. Душа обороны города, генерал Кондратенко, тогда же в декабре 1904 года убит. Командование гарнизоном оказалось у коменданта крепости генерала Стесселя. Трагическая судьба. Когда-то храбрый офицер, когда-то хорошо себя проявил в годы русско-турецкой войны. Однако сейчас в какой-то момент Стессель почему-то решил, что для обороны города сделано все возможное, и дальше будут просто, как он считал, впустую гибнуть люди. Шансов удержать город, по мнению Стесселя, не было. И вопреки мнению военного совета, он подписывает капитуляцию гарнизона. «Великий государь», пишет Стессель в письме Николаю II, «ты прости нас, мы сделали все, что было в силах человеческих. Суди нас милостиво. Почти 11 месяцев непрерывной борьбы истощили наши силы. Лишь четверть защитников, из которых половина больных, занимает 27 верст крепости без помощи, без смены, без малого хоть какого-то отдыха. Люди стали тенями». Так он оправдывался за редкую вещь в нашей военной истории – сдачу военной крепости. Хотя у Стесселя оставалась почти половина гарнизона, да, из которых многие были больны, там цинга началась, потому что продуктов не было нормальных. Но, тем не менее, пол гарнизона было еще живо. Артиллерийские запасы патронов, снарядов оставались. Продовольствие оставалось еще на месяц-два. Может быть, они могли еще держаться. Мы этого не знаем, мы никогда не узнаем. Японцы, кстати, вели себя весьма цинично, обстреливали госпитали. Мы специально помечали на карте красными крестами
места, где находятся раненые и больные, и передавали эти карты японцам. Японцы продолжали методично обстреливать госпиталь, а когда мы предъявляли претензии, говорили: вы знаете, орудия расшатались, мажут, попадают не туда. Поэтому, хоть они временами вели себя по-рыцарски в части, например, обращения с пленными, но временами полностью о самурайском духе рыцарства забывали. Оборона Порт-Артура – удивительное сочетание невероятного самопожертвования, героизма, отчаянной храбрости в конце постыдной сдачи. Один из капитанов порт-артурской эскадры, фон Эссен, будущий командующий Балтийским флотом, тоже, вопреки мнению военного совета, выбьет для себя разрешение попытаться вырваться из Порт-Артура, и один пойдет на прорыв, примет бой с 14 миноносцами японским, но сохранит корабль, в конце концов перекроет внешний рейд у Порт-Артура и так и станет там непреодолимой стеной для японских кораблей. Это был броненосец «Севастополь», геройский корабль. Затем в императорском флоте построят новый «Севастополь», и он будет еще защищать Крым против фашистов в 1942-м. Вот такая будет у него долгая жизнь. Ведь корабли-герои не погибают, они вечны. Взамен затопленного геройского Севастополя в Порт-Артуре будет геройский Севастополь уже периода Великой Отечественной войны. Много историй, связанных с Порт-Артуром. Есть история про китайских шпионов. Там были какие-то шпионские группы, которые якобы делали гимнастику, цигун на набережной в определенное время, на рассвете. А делали таким образом, что издалека смотрящие японские офицеры подзорную трубу читали китайские иероглифы, и им таким образом передавались какие-то секретные сообщения. А есть много историй про невероятную хитрость наших защитников. Знаете, голь на выдумке хитра. Наши проявили чудную совершенно изобретательность. Много мин было, вот этих круглых, таких, с шипами. Они ведь не пригодятся. Уже в море мы выйти не можем. Поэтому эти мины закатывали на сопки. И потом, помните фильм «Спартак»? Там горящие шары такие. Воины Спартака запускают против легионеров. Я имею в виду старый «Спартак» с Кирком Дугласом. Так вот, такие же мины сверху с взрывателем скатывали на японские позиции. Они там жуть наводили. Впервые, кстати, наши инженеры придумали при защите наших сопок и высот пускать ток по электрической проволоке. Такой сюрприз был для японцев, неожиданный. Или, например, перетащили огромные прожектора с кораблей, установили их на вершине холмов. И когда хитрые японцы как-то решили штурмовать наши высоты ночью, ползти наверх, сюрприз. В лоб им 1000-ваттные военные с броненосцев прожекторы были включены, и как на ладони японцы были расстреляны. Везде все наши позиции были оборудованы телеграфом, поэтому очень быстрое было сообщение между частями нашего гарнизона, тоже впервые. Впервые, наверное, в военной истории находящиеся на внутреннем рейде корабли, там были мощные радиостанции, использовали элементы радиопомех. Японцы передавали какие-то сообщения своим по радио, а наши расшифровать эти сообщения, видимо, не могли, но зато по полной программе включали свои радиоприемники и таким образом подавляли японцев. Оборона, блокада Порт-Артура длилась полгода. Полгода мы сковывали крупнейшую, до 200 тысяч, группировку японцев. Вопросы потерь по-разному считают разные историки, военные потери при обороне Порт-Артура, но однозначно можно сказать, что японцы потеряли гораздо больше. Они штурмовали, они не жалели, они бросались на штурм в лобовую, поэтому наши потери меньше. После сдачи японцы решили поиграть в благородство. Во-первых, Стесселя не арестовали, а даже оставили ему холодное оружие. А потом создали условия для его возвращения на родину. Когда он вернулся, он был отдан под суд. Дело его разбиралось очень долго, и спустя несколько лет его в конце концов приговорили к расстрелу за сдачу крепости. Николай II заменил этот приговор 10 годами тюрьмы. Однако Стессель отсидел только год, после чего был помилован. Когда его посадили в Петропавловскую крепость, ехидный депутат Пуришкевич, будущий убийца Распутина, написал такие стишки. «Я слышал, Стессель Анатоль посажен за измену в крепость.
Какая, говорю, нелепость. Он сдаст и эту пароль. Мое слово. Для контраста командующий японской армией, осаждавший Порт-Артур, генерал Ноги, после войны попросил у императора разрешения совершить ритуальное самоубийство. Причина – огромные потери его армии во время осады крепости. Он считал, что этой победой гордиться невозможно. Он сам потерял 2 сыновей во время осады Порт-Артура. Огромные потери армии обессмыслили с точки зрения Ноги эту победу. Император ответил, процитирую: «Я прекрасно понимаю чувства, которые заставляют вас совершить сэппуку». Это харакири. И тем самым привести извинения. Но сейчас не время умирать. Генерал Ноги сохранил жизнь, потратил большую часть своего личного состояния на больницы для раненых на войне и памятники павшим солдатам. А спустя несколько лет, в день похорон императора, все-таки он и его жена совершили таки ритуальное самоубийство сразу же после выноса тела императора из дворца. Ведь обещание сохранить жизнь, которое он дал императору, таким образом потеряло силу. В предсмертном письме генерал Ноги написал, что таким образом он хочет искупить жертвы японцев при осаде Порт-Артура. Сейчас он почитается как одно из синтоистских божеств. И где-то в Японии, говорят, даже есть храм в его честь. У нас тоже после сдачи Порт-Артура, после окончания войны продолжались разборки, кто прав, кто виноват. Я читал переписку на тему в компании русско-японской генерала Куропаткина с Витте. Интересно, что у нас была одна такая дуэль, стрелялись 2 генерала, один из которых после смерти Кондратенко командовал сухопутной обороной крепости, а другой как раз подчинялся Стесселю. И эти 2 генерала обвиняли друг друга в предательстве, считали виновными друг друга в сдаче Порт-Артура. Вот стрелялись с 20 шагов, довольно далеко, но не очень все-таки снайперская дистанция. 6 выстрелов, и все мимо. Только 7-м выстрелом один из них попал другому генералу в бедро. Вот уж после этой генеральской дуэли наша прогрессивная общественность оттопталась в прессе, зло высмеивая эту дуэль. Как эти генералы собирались победить японцев? Они же стрелять-то толком не умеют. То ли дело во времена Лермонтова. Вот тогда стреляли с первого раза. Богатыри не вы. Не знаю. Может быть, генералы специально мазали, может, не хотели друг друга убивать. Не нам сегодня судить. Мы там 11 месяцев в обороне не сидели. Не судите, да не судимы будете. Но все-таки, по-честному, мне психологически как-то понятнее не эта генеральская дуэль, и не эти взаимные обвинения, и не оправдание Стесселя, что он должен был сохранить жизни солдат. Ему было жалко. Вы знаете, полководцу не должно быть жалко солдат. Он должен беречь своих солдат и разумно использовать ресурсы, чтобы добиться победы. У полководцев другая задача. Если тебе жалко людей, просто ты не должен выбирать эту работу. Тяжелую, кровавую. Выбери какую-то другую, где твое милосердие проявится в полном плане. Я никого не хочу судить, но мне как-то понятнее японский генерал Ноги, ибо, как сказано, долг самурая тяжелее горы, зато смерть легче перышка. О том, как завершилась русско-японская война, как шла война на суше от Цусимы, о последствиях, о том, как встречали мир у нас и встречали мир в Японии, как мы взяли реванш. Об этом и обо всем в нашей следующей передаче. Спасибо вам за любовь русской истории и обязательно до следующей встречи, потому что она будет еще важнее, чем сегодняшняя. Из нее мы будем делать выводы. Всего доброго.